Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео по многочисленным просьбам я готовлю шоколадный медовик или же знаменитый торт «Спартак». Торт, который у всех получится, рецепт очень хороший здесь. Торт получается идеально ровным, тающим буквально во рту. Очень хорошее здесь сочетание, аромат и какао, и меда превосходно прослеживается в этом торте. Итак, давайте приготовим сначала коржи. 200 грамм меда. Мед, конечно же, берется наиболее ароматный для этого. Туда же я добавляю 180 грамм сахара, 1,5 чайных ложки соды, пищевой соды, без горки, щепотку соли. Сода здесь погасится медом, так как мед имеет кислую среду. Также я туда отправляю 3 яйца среднего размера, весом без скорлупы примерно по 50 грамм каждое яйцо. Все это я просто перемешиваю сейчас. И добавляю туда 100 грамм сливочного масла. Масло здесь у меня качественное, 82% жирности. Вы можете также брать маргарин, если у вас совсем затруднение со сливочным маслом. Сейчас я иду на плиту в кастрюле с толстым дном на умеренном огне при непрерывном помешивании. Я доведу эту смесь до полного растворения сливочного масла и до того состояния, чтобы вся эта смесь вспенилась и вот так побелела. И сразу же снимаю с огня. Переливаю сразу эту смесь в емкость, где я буду замешивать тесто. Для удобства я здесь беру большую емкость. Приготовлю сейчас сухие продукты, пока смесь остынет до такого теплого состояния. Беру 600 грамм муки и 50 грамм какао-порошка для выпечки. Какао-порошок здесь у меня не алкализованный. Перемешиваю все это. И сейчас где-то 50 грамм от этой сухой смеси я отсыплю в другую посуду. Это я делаю для тех, просто чтобы наглядно в видео показать, кто не уверен в качестве своей муки. Потому что мука у всех разная. Я свою муку уже знаю, и я даю вам точные пропорции здесь. Чтобы и шоколад чувствовался во вкусе этого торта, но и чтобы шоколад не забивал во вкусе мед, медовый аромат. Это очень важно в торте «Спартак», потому что бывает здесь две крайности. Либо шоколад не чувствуется, либо медовый аромат вообще не прослеживается. Здесь очень хорошие пропорции. Просеиваю сейчас всю сухую смесь туда. Замешиваю сейчас все это тесто. Когда вы не уверены в качестве своей муки, смотрите по консистенции. Я здесь не ввела до конца всю сухую смесь. И смотрите, тесто получается таким подвижным, я бы сказала. Вот таким оно не должно быть. Поэтому я добавляю всю оставшуюся сухую смесь в это тесто и вымешиваю окончательно сейчас, чтобы вся сухая смесь уже была добавлена. Я знаю уже свои пропорции именно той мукой, которой я уже пользуюсь много лет. Я ее знаю, эту муку, и консистенция теста в конечном итоге у вас тоже должна получиться вот такая, которую я сейчас показываю вам на экране. То есть тесто получается эластичным, оно практически абсолютно не липнет к рукам. Оно податливое, но оно не жидкое. Сейчас припыляю поверхность мукой и делаю из теста такой жгутик, чтобы со всех сторон тесто было обвалено в муке. Здесь немножко побольше я муки потом добавила. Ну, смотрите по ситуации. Разделяю на 11 равных коржей, примерно 100-105 граммов каждый корж. И вот такой малюсенький коржик у меня останется. Это будет 12-й корж, я потом объясню далее. Накрыла вот такие вот шарики из теста пищевой пленкой обязательно, чтобы они не заветривались в процессе выпекания. И сразу же начинаю раскатывать коржи. В идеале нужно дать постоять тесту в холодильнике примерно хотя бы полчаса, и тогда будет минимальное количество пузырей в тесте. Но я не даю ему здесь даже стоять полчаса, сразу показываю, что из него получится.
Тесто очень податливое, пластичное получается, оно абсолютно не липнет ни к рукам уже теперь, ни к скалке. И я сразу же его начинаю раскатывать. Духовка у меня уже сейчас разогрета на 180 градусов Цельсия. Каждый корж я раскатываю не более чем на 2 мм в толщину. Тесто раскатывается очень хорошо. Вот эти обрезочки сейчас, я их буду собирать все вот к тому неполноценному 12-му коржу, который у меня останется. Я об этом скажу далее. Вот эти обрезки я все также собираю в один корж и также накрываю пищевой пленкой. Накалываю обильно вилкой этот корж и отправляю выпекаться примерно на 4 минуты при температуре 180 градусов, режим вверх-вниз без конвекции. Здесь очень быстро они пекутся, и нужно за ними, конечно же, смотреть, чтобы они не подгорали, эти коржи. В горячем еще виде вот таким дном от формы я выравниваю вот эти бугорки. Также я выпекла все 11 коржей. И вот этот 12-й корж, это обрезочки ото всех 11 коржей, плюс тот неполноценный маленький корж, который у меня оставался изначально, когда я делила тесто. Я намеренно выпекаю этот корж отдельно, потому что кто-то захочет выпекать его просто круглым коржом. Кому не нужно будет украшение посыпкой в этом торте, а нужен будет еще один 12-й корж, поэтому смотрите, все на ваше усмотрение. Так как я здесь раскатывала где-то по 4 мм вот это вот тесто для обрезков, я выпекала его примерно около 8 минут. Конечно, если вам не нужен будет этот 12-й корж, вы можете выпекать все эти обрезки сразу с предыдущими коржами, чтобы вам не делать 12-й заход выпечки. Это логично. Необыкновенно вкусными получаются коржи. Они без преувеличения тают во рту. Их можно есть просто как печенье. Обрезки пока откладываю в сторону, дальше они мне понадобятся. Вот так идеально коржи отстают от пергамента. Коржи 23 см в диаметре. 11 коржей у меня получилось по 23 см в диаметре. Еще раз повторяю, если вам не нужна будет обсыпка, у вас получится также и 12-й корж, также 23 см в диаметре. Коржи остывают очень быстро, я их отставляю в сторону. И теперь приготовлю крем. Для крема я беру 400 мл очень холодных сливок для взбивания из холодильника, 16 грамм ванильного сахара и 120 грамм сахарной пудры. Взбиваю сейчас все это до таких достаточно устойчивых пиков. Если у вас нет сливок, вы можете это же количество сливок заменить жирной сметаной. Это все на ваше усмотрение. Со сливками, конечно, крем получается более нежным и воздушным. Теперь я добавляю туда 800 грамм жирной сметаны, 24% жирности, у меня здесь 4 баночки по 200 граммов. Сметана также должна быть, конечно же, из холодильника, максимально холодная. Вы можете также брать 30% сметану. Чем больше жирности, тем лучше получится крем. Если же вы будете брать сметану 10-15%, лучше ее предварительно отвешивать, чтобы крем держал форму. И также я добавляю туда такую хорошую столовую ложку меда. Мед очень хорошо дополняет вкус крема. И так как мы добавили мед, он разжижает крем, я добавлю туда 24 грамма загустителя для сливок. Вы же можете также добавить туда загуститель для сметаны, если у вас нет загустителя для сливок. И взбиваю сейчас все это просто до однородности. Устойчивости у этого крема, к сожалению, добиться не получится, но он нам и не нужен здесь особо устойчивым, так как мы, в принципе, будем его наносить на очень тоненькие коржи и небольшим слоем. Сейчас я начинаю сборку торта. Торт собирается очень быстро. Вообще этот торт, он и пропитывается быстро. Здесь на каждый корж, вот из того количества крема, которое у меня получилось, я наношу примерно 4 полные такие с горкой столовой ложки крема. Конечно, вместо сметанного крема вы можете также использовать заварные кремы для этого торта. Крем Дипломат идеально подойдет. Ссылочку оставлю в описании к видео. И таким образом я собираю весь торт. Торт пропитывается очень быстро. Я буквально на 4 часа его буду убирать в холодильник.
Я хочу вам дать сразу один совет. Если вам нужно очень быстро пропитать подобного рода тортик, вам нужно будет примерно на час его оставить при комнатной температуре. До того, как вы его поставите в холодильник, подержать его при комнатной температуре, чтобы все коржи пропитались, а уже в холодильнике он примет нужную вам форму. Сразу говорю, что по этому рецепту коржи получаются с боков идеально ровными, то есть при выпечке они не деформируются, эти коржи, что очень немаловажно для тех, кто делает эти торты в последующем уже для украшения. Здесь не нужно их будет обрезать ничем, не выравнивать, то есть все получается идеально, и на вкус они очень вкусные. Убираю сейчас в холодильник. У кого нет кондитерского кольца и ацетатной пленки, вы также можете просто в обычную пищевую пленку очень крепко, я бы сказала, замотать этот торт, по-другому здесь не скажешь, закрутить его и поставить его таким образом в холодильник. И он у вас будет превосходно держать форму. То есть здесь не нужно даже никаких кондитерских инструментов для того, чтобы сделать вот такой идеально ровный и красивый тортик, потому что изначально он уже прекрасно держит форму. Измельчаю сейчас обрезки, которые у меня оставались, и посыплю ими торт. 4 часа торт у меня провел в холодильнике, он уже очень хорошо стабилизировался, и я посыпаю его посыпкой. Здесь у меня форма для пельменей. Я делаю оттиск этой формы, чтобы придать такой незамысловатый рисунок в виде пчелиных сот. Это на ваше пожелание, у кого этого нет, можно этого и не делать. Просто здесь как вам такое напоминание, да, что это все-таки медовый торт. Разрезается он превосходно. Разрезать лучше горячим сухим ножом. Как я уже сказала, ароматный он получается и с превосходным медовым, и с шоколадным ароматом, что самое важное в торте «Спартак», чтобы оба вкуса очень хорошо гармонировали. Ссылочку на классический торт «Медовик», очень популярный на моем канале, очень много положительных отзывов на тот торт, я вам, конечно же, оставлю в описании к данному видео. Вот так прекрасно он надламывается вилкой. Торт получается нежнейшим просто, тающим во рту. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.